Друзья, всем привет! Сегодня у нас интереснейшая тема, как правильно сделать подсветку межэтажной лестницы. Со мной вместе Иван Московский. Привет, Вань. Здравствуйте. Это специалист, которого я пригласил для того, чтобы сделать электромонтаж в моем доме. Друзья, вот такая красота у нас получилась. И сейчас мы расскажем основные правила устройства такого освещения. Вань, на твой взгляд, какое главное правило номер один? Номер один. Подсветка лестницы должна быть максимально автономной. На данном объекте мы используем такие светильники с двумя датчиками. Первый датчик — это датчик движения, второй датчик — это датчик освещенности. То есть, друзья, когда у нас светло, то датчик освещенности выполняет роль приоритетную. Как только у нас стемнело, то датчик освещенности передает сигнал дальше на датчик движения, и датчик движения при наличии некого действия вокруг себя либо включает, либо выключает подсветку. То есть, когда действие начинается, то есть движение замечено, датчик включается. Как только действие исчезло, то есть вы прошли лестницу, датчик вокруг себя никого не видит, он свет выключает через 30 секунд. То есть время включения и время выключения относительно контроля датчика составляет 30 секунд. Ваня, какие еще правила есть, которые нужно соблюдать при устройстве подсветки лестниц? Обязательно нужно предусмотреть принудительное включение-отключение светильников. Ну, я так полагаю, друзья, вы понимаете, что на случай, если вы хотите поменять этот светильник, вы не должны бежать выключать автомат и обесточивать весь этот контур. Вы можете просто выключить выключатель и заменить любой из вышедших из строя светильников. Номер два — это если вам просто очень надоела эта подсветка, вы хотите механически ее включать и выключать, то есть сами контролировать процесс, вы можете ее включить и выключить. Для этого, Вань, что мы сделали здесь? Проходной выключатель, который находится на первом этаже, а второй выключатель на втором. Ну, это удобно. То есть именно для того, чтобы, если вдруг мы захотим использовать обычные светильники, мы можем включать и выключать эту подсветку на первом и втором этаже соответственно. Существует еще и третье правило, которое мы рекомендуем соблюдать. Вань, какое оно? Рекомендуется ставить светильники на каждом третьем ребре лестницы, потому что освещение от светильника падает сразу на 2 ступени. Нет смысла ставить светильник на каждую ступень. Ну, во-первых, свет очень хорошо действительно распространяется сразу на 2 ступени. Друзья, наверняка вы зададитесь мыслью, где мы купили такие светильники. Все очень просто, мы заказали их на AliExpress. Светильники бывают разной формы, но мы выбрали именно вот такие, которые не имеют внешних видимых датчиков ни движения, ни света, никакие. То есть это абсолютно матовая черная поверхность. Бывает белая, серебристая, но в данном случае под дизайн интерьера мы выбрали черный цвет. Есть механические, то есть которые ничего в них нет, никаких датчиков, просто включил-выключил. Данный светильник, еще раз повторюсь, с датчиками. Покупали мы его за 412, да, по-моему, рублей. Не знаю, какая цена сейчас, потому что все очень динамично дорожает. Друзья, мы перечислили 3 нехитрых правила, которые следует соблюдать при устройстве подсветки межэтажной лестницы. Вань, что мы можем еще рассказать, чем можем поделиться и что мы покажем обязательно в будущем? У Руслана мы делаем весь спектр электромонтажных работ. Фактически закончили первый этаж. Далее переходим на второй этаж. После выполнения работ на втором этаже мы переходим к уличным работам. Подсветка фасада, подсветка дорожек, обогрев воронок, видеонаблюдение, въездные группы и контур заземления. Друзья, мы покажем вам самый классный, крутой монтаж камер. Мы придумали очень недорогой, я бы сказал, даже дешевый способ их крепления на фасаде СФТК у тех людей, у которых дом утеплен либо минеральной ватой, либо пенопластом, неважно. Это действительно классный вариант. Я думаю, что все с этим согласятся. И самое главное, что он может быть сделан своими руками. Обязательно об этом расскажем, без всяких там распаечных коробок, без всяких коробочек вообще. То есть это максимально скрытый монтаж, который только может быть и максимально эстетически выполнен. Поэтому не переключайтесь, впереди вас ждет много нового. Друзья, в начале ролика я сказал, что все светильники включаются тогда, когда темно.
и за нашими спинами действительно светильники некоторые включались. Я могу вам лишь сказать, что действительно здесь достаточно темно. Мы просто используем объектив с хорошей светочувствительностью. Подсветка здесь не очень, поэтому светильники включаются. Это на всякий случай для тех скептиков и для тех зорких соколов, как скажет Сергей Викторович, которые узрели то, что светильники некоторые действительно у нас включались. Это исключительно от того, что мы двигаемся, и как раз это доказательство того, что светильники наши работают. Снимаем, ну здесь не очень так светло на самом деле, да, для того, чтобы не срабатывали датчики. Поэтому, друзья, еще раз всем спасибо, всем пока. Это вот было замечание относительно вот датчиков. Пока. Пока. До свидания.